Анатомия величайшей битвы. Кошмар формации Хелл-Крик. Поздний меловой период. 66 миллионов лет назад. Мы находимся в самом сердце того, что палеонтологи будущего назовут формацией Хелл-Крик. Но для обитателей этого времени это не формация. Это живой, дышащий и невероятно опасный мир. Воздух здесь настолько плотный от влаги и испарений хвойных смол, что, кажется, его можно осязать. Каждый звук здесь имеет значение. Далекий хруст ветки может означать приближение 7-тонного убийцы. А внезапная тишина, что вы уже находитесь в его прицеле. В этой экосистеме нет места слабости. Здесь разыгрывалась самая затяжная и жестокая драма в истории жизни на Земле. Это не просто борьба за выживание. Это кульминация эволюционной гонки вооружений, длившейся миллионы лет. Два имени, которые знают все. Тираннозавр Рекс и Трицератопс хоридус. В массовом сознании, благодаря Голливуду, их противостояние превратилось в эффектное шоу монстров. Но правда гораздо страшнее и интереснее любого кино. Это была битва двух совершенных систем, где на одной стороне абсолютная атакующая мощь, а на другой неприступная мобильная крепость. Был ли тираннозавр безусловным тираном, для которого Трицератопс был лишь консервной банкой с едой? Или же трехрогий гигант был тем самым противником, который раз за разом заставлял короля отступать, оставляя на его теле глубокие шрамы и сломанные кости? Сегодня мы погрузимся в этот конфликт глубже, чем когда-либо. Мы разберем анатомию этих титанов до последнего позвонка, измерим давление в их мышцах и рассчитаем вектор каждого удара. Мы восстановим события величайшей дуэли, опираясь на новейшие данные компьютерного моделирования и уникальные палеонтологические находки. Приготовьтесь. Это анатомия реальной схватки. Боец номер 1. Тираннозавр. Биологический шреддер. Посмотрите на этот венец хищной эволюции. 7, а по некоторым оценкам и 9 тонн живого веса. Тираннозавр Рекс – это не просто животное. Это ответ природы на вопрос, как создать идеальную машину для уничтожения самой защищенной добычи. Начнем с его главного инструмента – челюстей. Это не просто рот. Это гидравлический пресс. Инженерные расчеты показывают, что сила укуса взрослого Ти-Рекса достигала 35-60 тысяч ньютонов. Чтобы вы осознали масштаб. Это давление в 6 тонн на 1 квадратный сантиметр. Если бы тираннозавр решил перекусить современный легковой автомобиль, он бы сделал это, почти не заметив сопротивления металла. Но мощь – ничто без правильных инструментов. Его зубы часто называют бананами, и это самое точное описание.
В отличие от тонких и острых, как бритва, зубов аллозавра, зубы T-рекса были массивными, глубоко укорененными в челюсти и способными выдерживать колоссальные боковые нагрузки. Они не были созданы, чтобы резать мясо. Они были созданы, чтобы взламывать кости. Когда челюсти смыкались, зубы входили в тело жертвы как клинья, дробя ребра и позвонки, превращая защиту трицератопса в груду бесполезных осколков. Обратите внимание на его шею. Огромные S-образные мышцы позволяли тираннозавру не просто кусать, а совершать мощнейшие рывки головой, буквально вырывая куски плоти весом в сотни килограммов. Его ноги — это колонны, поддерживающие всю эту конструкцию. T-рекс не был стайером, он не мог бежать долго. Но его первый рывок, благодаря мощнейшим хвостовым мышцам, соединенным с бедрами, был молниеносным. Но что делало его по-настоящему опасным, так это его сенсорная система. Его бинокулярное зрение было лучше, чем у современного ястреба. Он видел мир в объеме, четко рассчитывая расстояние до цели даже в сумерках. Его обонятельные луковицы были самыми крупными среди всех тероподов. Он не просто чуял кровь. Он видел запахами, отслеживая перемещение стада трицератопсов за многие мили. Однако у этой машины смерти были критические уязвимости. Огромная масса делала любое падение на высокой скорости фатальным. Сломанные ребра или поврежденный череп в мире без антибиотиков означали медленную смерть. Его передние лапы, хоть и были сильными, не могли достать до противника в ближнем бою. T-рекс был мастером дистанции. Если бой переходил в партер или тесную свалку, хищник оказывался в зоне огромного риска. Боец номер 2. Трицератопс. Бронированный таран. Перед нами антитеза хищнику. Трицератопс хоридус. 9 тонн ярости, закованный в броню. Если тираннозавр — это меч, то трицератопс — это щит, который сам умеет наносить удары. Первое, что бросается в глаза, это его голова. Это один из самых крупных и тяжелых черепов в истории наземных животных. Почти треть длины всего тела. И главная его деталь — костяной воротник или фрил. Долгое время считалось, что это лишь украшение. Но последние тесты на прочность показали, этот щит, усиленный мощными слоями кератина, мог выдерживать прямые удары челюсти T-рекса. Это была активная броня, защищающая уязвимую шею и крупные кровеносные сосуды. Но трицератопс не был пассивной жертвой. Его главное оружие — 2 массивных надглазничных рога. Длиной более метра каждый. Они состояли из плотной кости, покрытой чехлом из кератина, который постоянно затачивался. В отличие от рогов оленей, эти пики не были предназначены для турнирных боев. Они были созданы для убийства. Биомеханика трицератопса уникальна. В отличие от многих других травоядных, его передние лапы были расставлены чуть в стороны, что давало ему невероятную устойчивость и маневренность.
Он мог разворачиваться на месте быстрее, чем любая балерина, всегда держа противника на прицеле своих рогов. Низкий центр тяжести делал его почти невозможным для опрокидывания. 9 тонн, стоящие на 4 мощных опорах, превращали его в живую скалу. Когда этот зверь переходил в атаку, он превращался в снаряд. Представьте себе массу в 9 тонн, несущуюся на скорости 25 км в час. Кинетическая энергия такого удара сопоставима с ударом небольшого грузовика. Но вся эта энергия была сосредоточена на кончиках 2 острых рогов. Если трицератопс попадал в грудную клетку или живот хищника, рога уходили вглубь на десятки сантиметров, разрывая легкие, печень и сердце. Это была мгновенная, сокрушительная смерть. Трицератопс не был мирным животным. Его поведение, скорее всего, напоминало современных черных носорогов или африканских буйволов. Вспыльчивых, территориальных и готовых атаковать любую угрозу еще до того, как она приблизится. Анатомия схватки. Тактическая дуэль. Как же происходила эта битва в реальности? Забудьте о рыках в лицо друг другу. В дикой природе шум – это признак неудачи. Сценарий А. Хирургическая атака. Тираннозавр-стратег. Он знает, что трицератопс опасен в лобовой атаке. Поэтому его тактика – засада. Используя сумерки и густую растительность, хищник подкрадывается сзади или сбоку. Его задача – совершить один единственный рывок. Если T-Rex успевал вцепиться в бедро или основание хвоста, он использовал свою массу, чтобы повалить жертву. Сломанный таз трицератопса означал конец боя. Хищник просто ждал, пока жертва истечет кровью, не подставляясь под рога. Сценарий Б. Железная оборона. Но что, если трицератопс заметил врага? Он мгновенно разворачивается лбом к хищнику, опуская голову так, чтобы рога смотрели прямо в грудь T-Рекса. Теперь начинается психологическая дуэль. Тираннозавр кружит, пытаясь найти брешь в обороне. Трицератопс вращается вслед за ним, совершая короткие, пугающие выпады. Для T-Рекса попытка укусить трицератопса за голову – огромный риск. Мы находим черепа трицератопсов с откушенными рогами, которые позже зажили. Это значит, что такие схватки были обычным делом. Но если хищник промахивался на долю секунды, он получал удар рогом в незащищенное горло или живот. У нас есть неоспоримое доказательство. Знаменитая окаменелость дуэлянты динозавров зафиксировала момент, когда оба зверя погибли одновременно, погребенные под оползнем в разгар боя. У тираннозавра сломаны зубы и раздроблена челюсть, а трицератопс искусан так, что живого места на нем не осталось. Это была война на истощение, где победителем часто не выходил никто. Итог. Наследие титанов. Это противостояние длилось миллионы лет. Это не была просто борьба двух видов. Это был двигатель эволюции. T-Rex становился все мощнее и умнее, потому что его добыча становилась все опаснее.
Трицератопс наращивал броню и остроту рогов, потому что его преследовал величайший охотник в истории. Они были идеальными партнерами в этом танце смерти. Каждое улучшение одного вида немедленно вызывало ответную реакцию другого. Если бы Трицератопс не был таким грозным противником, тираннозавр никогда не развил бы свой сокрушительный укус. Они создали друг друга. Их эпоха закончилась внезапно, когда с неба упал огненный камень. Но даже спустя 66 миллионов лет их кости рассказывают нам историю о невероятной силе духа и воле к жизни. В этой битве не было проигравших. Каждый из них довел свою биологическую концепцию до абсолюта. Тираннозавр Рекс остается символом мощи, но всегда помните, за каждым великим королем стоит противник, который не боится смотреть ему прямо в глаза. Мегалодон против Левиафана. Кто был истинным королем океана? Бездна Миоцена. Океан – самое негостеприимное и загадочное место на нашей планете. Сегодня он кажется нам изученным, но 15 миллионов лет назад, в эпоху Миоцена, эти воды были ареной для кошмаров, которые современный человек не может даже вообразить. В то время как на суше предки людей только учились стоять на двух ногах, в глубинах мирового океана решался вопрос о титуле абсолютного правителя планеты. Здесь не было места компромиссам. Здесь царило извечное правило – ешь или будь съеденным. Воздух над водой был пропитан солью, а под зеркальной гладью скрывались существа, чьи размеры и мощь заставляют современных китов и акул выглядеть бледными тенями прошлого. Два титана. Две разные философии убийства. С одной стороны, Атодус Мегалодон, самая большая хищная акула, когда-либо бороздившая просторы океана. Хладнокровный убийца, чья биология была отточена сотнями миллионов лет акульей эволюции до состояния идеального клинка. С другой стороны, Мелвилов Левиафан. Колоссальный кашалот-убийца, названный в честь библейского монстра и автора Моби Дика. Это был млекопитающий сверхразум, вооруженный самыми крупными зубами в истории позвоночных. В массовой культуре их часто разводят по разным углам истории, но палеонтология говорит об обратном. Они жили в одно время и в одних водах. Это была битва холодного инстинкта против горячей крови и интеллекта. Кто из них на самом деле владел океаном? Был ли Мегалодон неуязвимым призраком глубин, или Левиафан был тем единственным существом, которого боялся сам великий и ужасный Отус? Сегодня мы погрузимся на глубину, где давление сплющивает металл, чтобы разобрать эту эпическую дуэль на части. Биомеханика челюстей, тактика охоты и палеонтологические улики из перуанских пустынь. Приготовьтесь. Это
Анатомия битвы за престол океана. Боец номер 1. Мегалодон. Призрак из бездны. Посмотрите на этот шедевр гидродинамики. Мегалодон. Это существо было вершиной развития хрящевых рыб. При длине от 15 до 18 метров и весе, достигавшем 50, а по некоторым смелым оценкам и 70 тонн, он был воплощением чистой, нефильтрованной мощи. Его главное оружие – рот. Это не просто челюсти, это врата в небытие. Ширина пасти мегалодона позволяла ему проглотить взрослого человека, даже не заметив его. Но настоящая сила скрывалась в давлении. Инженерное моделирование показывает, что сила укуса мегалодона составляла от 108 до 182 тысяч ньютонов. Это почти в 3 раза больше, чем у тираннозавра Рекса. Этой силы было достаточно, чтобы раздавить панцирь гигантской морской черепахи или смять грудную клетку небольшого кита, как пивную банку. Зубы мегалодона – это треугольные лезвия длиной до 18 сантиметров. Зазубренные края работали как пила, позволяя акуле не просто кусать, а вырезать огромные куски плоти. Благодаря хрящевому скелету мегалодон был невероятно гибким для своих размеров. Его тело представляло собой одну сплошную мышцу, способную на взрывные ускорения из глубины. Но акула – это не только челюсти. Мегалодон обладал 6-м чувством. Ампулы Лоренцини позволяли ему улавливать слабейшие электрические импульсы от сокращения мышц жертвы на огромном расстоянии. В полной темноте, в мутной воде он видел сердцебиение своей добычи. Это был идеальный засадный хищник. Его тактика была проста и эффективна. Атака снизу в уязвимое брюхо или плавники, чтобы обездвижить жертву, а затем спокойное поедание. Однако у этого совершенства была своя цена. Мегалодон был хладнокровным. Его метаболизм зависел от температуры воды. Ему требовались огромные объемы пищи, чтобы поддерживать такую массу. А его хрящевый скелет, хоть и был легким, не давал такой защиты, какую дает настоящая кость. Мегалодон был создан для быстрой, сокрушительной атаки. Если бой затягивался и превращался в битву на выносливость, акула начинала терять преимущество. Левиафан. Гнев богов. Теперь обратите взор на его противника. Левиафан Мелвилла. Если мегалодон был вершиной развития рыб, то Левиафан был триумфом млекопитающих. Это был кит, который решился вернуться к роли суперхищника. Представьте себе современного кашалота, но с одной важной поправкой. У него были огромные функциональные зубы не только на нижней, но и на верхней челюсти. И какие это были зубы! Длиной до 36 сантиметров и диаметром в 12 сантиметров у основания.
Это были самые большие зубы, предназначенные для захвата и жевания в истории Земли. Левиафан не глотал пищу целиком. Он рвал ее на части, как современная касатка, но в масштабах целого кита. Его череп достигал 3 метров в длину. Огромную пасть головы занимал спермацетовый орган. У современных кашалотов он служит для эхолокации и погружения. Но у Левиафана он мог выполнять еще одну роль – живого тарана. Удар такой подушкой на скорости был способен вызвать у противника тяжелейшие внутренние повреждения и сотрясение мозга. Левиафан был млекопитающим. Это значило, что у него была горячая кровь и огромный развитый мозг. Он не просто следовал инстинктам, он мог анализировать ситуацию и адаптироваться. Его сонар был совершеннее любого радара. Левиафан видел внутреннее строение мегалодона, знал, где находятся его органы и насколько плотны его мышцы. В отличие от акулы, Левиафан обладал колоссальной выносливостью. Млекопитающие лучше справляются с длительными физическими нагрузками. Он мог преследовать врага часами, изматывая его. Его костный скелет был гораздо прочнее хрящевого, что делало его настоящим танком в прямом столкновении. Но и у него была ахиллесова пята. Левиафан был привязан к поверхности. Каждые несколько десятков минут ему был необходим глоток воздуха. Это делало его предсказуемым. Кроме того, киты более чувствительны к повреждениям челюстей. Если Левиафан терял возможность кусать, он был обречен. В то время как у мегалодона зубы менялись всю жизнь. Анатомия схватки. Столкновение миров. Как же выглядела эта битва титанов? Это не было случайным столкновением. Это была борьба за пищевые ресурсы. Оба охотились на одних и тех же усатых китов среднего размера. Рано или поздно они должны были встретиться лицом к лицу. Сценарий 1. Удар из тени. Мегалодон использует свое главное преимущество – маскировку. Он атакует снизу, целясь в хвост или грудные плавники Левиафана. Его задача – лишить кита маневренности. Один удачный укус мегалодона мог вырвать кусок мяса размером с холодильник. Если акуле удавалось нанести глубокую рану в районе хвоста, Левиафан терял скорость и не мог подняться за воздухом. Акула просто ждала, пока гигант захлебнется или умрет от потери крови. В этом сценарии интеллект кита бессилен перед внезапностью. Сценарий 2. Битва интеллектов. Левиафан обнаруживает акулу с помощью сонара задолго до того, как та успеет атаковать. Он переходит в контратаку. Используя свою массу и костяную голову, он идет на таран. Удар 9-тонной головы Левиафана в бок акулы – это все равно, что удар кувалдой по хрящам. У мегалодона нет ребер для защиты внутренних органов.
и такой удар мог просто разорвать его печень или сердце. После дезориентирующего удара Левиафан пускает в ход свои 36-сантиметровые зубы, цепляясь в голову акулы. Один сжим челюстей кашалота, и череп мегалодона трещит. У нас есть доказательства их сосуществования. В пустыне Ика в Перу найдены останки обоих гигантов в одних и тех же пластах. Палеонтологи находят кости китов со следами зубов мегалодона и зубы Левиафана со следами износа, а грубую кожу или кости крупных противников. Это была паритетная война. Никто не мог назвать себя абсолютным лидером. Мегалодон был королем засад и внезапной смерти. Левиафан – мастером открытого боя и тактического превосходства. Итог. Кто же истинный король? Эта великая война закончилась не из-за победы одного над другим. Их погубило время и меняющийся мир. Океаны остывали, пути миграции китов менялись. Мегалодон, будучи хладнокровным, не смог последовать за добычей в холодные воды. Левиафан, несмотря на интеллект, также исчез, уступив место более мелким, но эффективным охотникам, предкам современных касаток. Так кто же был истинным королем? Если судить по времени существования, Мегалодон правил океаном десятки миллионов лет. Он был константой страха. Если судить по индивидуальной мощи, Левиафан был единственным существом, способным не просто выжить после встречи с Мегалодоном, но и убить его в честном бою. Это был идеальный баланс. Один представлял собой совершенство рыбьей формы, другой — вершину развития млекопитающих. Они создали экосистему Миоцена такой, какой мы ее знаем. Суровой, величественной и невероятно опасной. Кости Мегалодона и Левиафана сегодня лежат в музеях, напоминая нам о том, что когда-то океан был домом для настоящих богов. Но даже сегодня, глядя в темную воду за бортом корабля, мы невольно задаемся вопросом: а все ли они исчезли? Или кто-то из них до сих пор наблюдает за нами из вечной тьмы бездны? Смилодон против пещерного льва. Битва за ресурсы в ледниковом периоде. Плейстоцен. Эпоха великих оледенений. Мир, где само выживание было ежедневным подвигом. Мы находимся в суровом и прекрасном ландшафте, который через десятки тысяч лет назовут ледниковым периодом. Но для тех, кто здесь жил, это был не период. Это был живой, дышащий мир, где каждое утро начиналось с вопроса: кто сегодня станет охотником, а кто добычей? Воздух здесь настолько холодный, что каждый вдох обжигает легкие, как каленое железо. В этой экосистеме нет места слабости. Здесь разыгрывалась самая затяжная и жестокая драма в истории кошачьих. Великая гонка вооружений, где ставкой было право доминировать на вершине пищевой цепи.
Два имени, вызывающие трепет даже спустя тысячелетия. Смилодон Популятор, легендарная саблезубая кошка, и Пантера Спилея, величественный пещерный лев. В массовом сознании они часто воспринимаются как просто большие кошки. Но правда гораздо страшнее и интереснее любого голливудского фильма. Это была битва двух диаметрально противоположных стратегий убийства. С одной стороны, узкоспециализированный тяжеловес с кинжалами вместо зубов. С другой — универсальный атлет, вобравший в себя все лучшее от современных львов, но превзошедший их в размерах и силе. Был ли Смилодон безусловным хозяином лесов и каньонов, для которого любая добыча была лишь мишенью для точного удара? Или же пещерный лев был тем самым противником, чей интеллект и выносливость делали его истинным королем открытых пространств? Сегодня мы погрузимся в этот конфликт глубже, чем когда-либо. Мы разберем анатомию этих титанов до последнего сухожилия, измерим силу их лап и рассчитаем вектор удара саблезубых клыков. Мы восстановим события их гипотетической дуэли, опираясь на новейшие данные компьютерного моделирования и уникальные находки из асфальтовых ловушек Ла Бреа. Приготовьтесь, это анатомия реальной схватки. Боец номер 1. Смилодон. Хирургическая сталь. Посмотрите на этот венец эволюции саблезубых. Смилодон — это не просто кошка. Это ответ природы на появление толстокожих гигантов. При весе до 400 килограммов Смилодон был намного массивнее любого современного льва или тигра. Начнем с его главного инструмента – клыков. Это не просто зубы, это сабли длиной до 28 сантиметров. В отличие от канонических зубов современных хищников, предназначенных для дробления и удержания, клыки Смилодона были плоскими и зазубренными, как хирургические скальпели. Однако инженерные расчеты показывают удивительный факт. Сила укуса Смилодона была, на удивление, слабой, почти в 3 раза слабее, чем у современного льва. Как же этот хищник убивал? Ответ кроется в уникальной технике сдвига шеей. Челюсти Смилодона могли открываться на невероятные 120 градусов. Используя мощнейшие мышцы шеи, он не просто кусал. Он вгонял свои клыки в мягкие ткани горла жертвы, перерезая артерии и трахею одним молниеносным движением. Но клыки были хрупкими. Чтобы нанести смертельный удар, Смилодону нужно было сначала полностью обездвижить жертву. Обратите внимание на его передние лапы. Это настоящие колонны из мышц и костей. Смилодон обладал невероятной силой плечевого пояса, которая позволяла ему прижимать к земле даже молодых мамонтов или крупных бизонов. Его ноги и хвост говорят нам о том, что он не был стайером. Короткий хвост и массивное сложение исключали длительные погони. Смилодон — это мастер засады. Его рывок на короткую дистанцию был молниеносным и сокрушительным. Но если бой переходил в затяжную фазу, требующую маневренности и выносливости,
этот тяжелоатлет оказывался в зоне риска. Это была машина, созданная для одного идеального, хирургически точного убийства. Пещерный лев. Абсолютный монарх. Перед нами антитеза саблезубому тяжеловесу. Пантера спилея – пещерный лев. 9% превосходства в размерах над современным львом превращали его в самого крупного кошачьего хищника открытых пространств. Если смелодон – это тяжелый топор, то пещерный лев – это длинная и гибкая рапира. Первое, что бросается в глаза – это его атлетизм, длинное тело, мощные, но сухие ноги и длинный хвост-балансир. Это был универсальный охотник, способный как на молниеносный рывок, так и на длительное преследование. Его оружие – это классическая кошачья формула, доведенная до совершенства. Челюсти пещерного льва были гораздо мощнее, чем у смелодона. Его конические клыки были созданы для того, чтобы впиваться в добычу и не отпускать ее, какой бы сильной она ни была. В отличие от хрупких сабель конкурента, зубы льва могли выдерживать колоссальные нагрузки при дроблении костей или удушении жертвы. Биомеханика пещерного льва уникальна тем, что он сочетал в себе огромную силу и невероятную ловкость. Его когти были длиннее и острее, чем у любого современного сородича. Каждый удар такой лапой был сопоставим по энергии с ударом кузнечного молота. Но главное преимущество льва могло скрываться в его социальности. Исследования показывают, что пещерные львы, вероятно, обладали высоким интеллектом и могли охотиться группами. В мире, где ресурсы были ограничены, умение координировать действия давало им колоссальное преимущество. Низкий центр тяжести и гибкий позвоночник делали льва почти неуловимым в ближнем бою. Если смелодон – это затаившийся убийца, то пещерный лев – это патрулирующий свои владения легионер, готовый к любому вызову. Анатомия схватки. Тактическая дуэль. Как же происходила эта битва за ресурсы в реальности? В ледниковом периоде туша крупного животного была призом, за который стоило сражаться до смерти. Сценарий первый. Хирургическая атака. Смелодон прячется в густых зарослях кустарника у тропы. Его стратегия – засада. Если лев подходит слишком близко, смелодон делает один мощный рывок, используя свой колоссальный вес, чтобы сбить противника с ног. В партере смелодон доминирует за счет силы передних лап. Его задача – зафиксировать голову льва и нанести один точный удар клыками в горло. Если клыки входят в цель, бой закончен за секунды. Лев просто не успеет использовать свою выносливость. Сценарий второй. Железная оборона. Но что, если лев заметил врага заранее? Он не подпустит смелодона на дистанцию рывка. Лев начнет кружить, используя свою скорость и длинные лапы. Теперь начинается психологическая дуэль. Смелодон вынужден постоянно разворачиваться, что быстро утомляет его тяжелое тело. Лев наносит короткие, рвущие удары лапами, цепляясь в морду и незащищенные бока саблезубого.
Для Смелодона промах означает смерть. Если лев успевает уклониться от сабель, он мгновенно переходит в контратаку, вцепляясь в затылок или шею Смелодона своими мощными челюстями. Кости Саблезубова не защищены такой мощной гривой, как у некоторых современных львов, и укус пещерного гиганта легко дробит шейные позвонки. У нас есть косвенные доказательства таких столкновений. В асфальтовых ямах Ля Бреа находят останки сотен смелодонов, многие из которых имеют прижизненные травмы, нанесенные другими крупными хищниками. Это была война на истощение, где победителем часто не выходил никто. Оба зверя могли получить раны, несовместимые с дальнейшей охотой. Итог. Наследие ледяных титанов. Это противостояние длилось сотни тысяч лет. Это был двигатель эволюции кошачьих. Смелодон стал вершиной специализации, достигнув невероятной мощи для охоты на самых крупных животных планеты. Пещерный лев стал вершиной универсальности, адаптировавшись к самым разным условиям, от знойных степей до ледяных пустынь. Они были идеальными антагонистами. Каждое преимущество одного уравновешивалось тактикой другого. Их эпоха закончилась не в честном бою, а когда изменился сам мир. Климат потеплел, мегафауна исчезла, и на сцену вышел новый хищник — человек. Но даже спустя 10 тысяч лет их кости рассказывают нам историю о невероятной силе и совершенстве природы. В этой битве не было проигравших. Каждый из них довел свою биологическую концепцию до абсолюта. Смелодон остается символом первобытной мощи. Но всегда помните, за каждым легендарным саблезубым стоял противник, чей рык заставлял содрогаться сами ледники. А на чьей стороне вы в этой вечной битве? Могла ли грубая сила саблезубого засадника победить интеллект и скорость пещерного льва в долгосрочной перспективе? Пишите свои теории в комментариях. Подписывайтесь на эпоху динозавров. Впереди нас ждет еще много открытий. До встречи в глубинах веков.